Приветствую вас, уважаемые подписчики! В этом видео вы увидите найденные останки советского военнослужащего, а также останки немецких военнослужащих, о которых нам сообщили ребята, которые работали в лесу и наткнулись на костные останки этих бойцов. Об этом они сообщили в наш отряд, и в связи с чем было решено выехать на данную локацию. Были обнаружены останки 3 немецких военнослужащих, при одном из которых был личный опознавательный знак, так называемый немецкий жетон. К сожалению, советский воин, который находился также на небольшой глубине в лесу, оказался без личного опознавательного знака и без документов. Личность советского воина, к сожалению, не удалось установить. Всем огромное спасибо, кто всегда сообщает о найденных останках. Особую благодарность хотелось бы выразить подписчикам, которые помогают развитию канала, а также помогают нам собрать на предметы. В частности, это камеру, которую мы уже давно хотим, но возможности не имеем, и квадрокоптер, с помощью которого мы сможем снимать вам наши ролики с высоты птичьего полета. 18 подписчиков уже приняли участие. Огромное спасибо всем, кто остается не в стороне, а помогает нам не только словом, но и делом. Вы сможете увидеть и контролировать средства, которые попадают к нам на канал, и сколько мы уже насобирали на данный момент. Всем огромное спасибо. В конце видео вы сможете увидеть, как пошагово зайти и помочь нашему поисковому отряду в сборе средств. Сигнал, и с этой ямки вышли 2 диска к автомату ППШ. Один с крышкой пустой, другой без крышки, тоже пустой. И вот такой вот предмет. Возможно, что-то такое с миномета, может быть, запчасть. И уровень выпал. Вот такой вот. С отметкой. Как-то так. Пока ничего больше нету. Не скребет больше ничего. Банки только. Несколько немецких гильз стрелянных. Такое немного. Угу. С-под лент. Вставки брезентовых на пулемет системы Максим. И все, сейчас до дна добьем. Может, боец будет, а может и не будет. Ну, на этом поле уже много бойцов поднято. Может, где-то еще должны быть. Просто вряд ли всех мы могли найти. Много кто без металлических предметов. Всего один магазин барабанный на автомат ППШ 41. Господи. А не, это котелок. Котелок, да? А, ну все, отлично вообще. Хоть котелок попался, то гранаты, то еще какой-то хлам. Ух, какой. Ой-ой-ой-ой-ой. Досталось ему. Еще и зеленый, да? Остался частично. Внутри металлический. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, плотность была хорошая огня. Опа. Итак, поступил звоночек от ребят с леса. Они сообщили, что нашли останки неизвестных солдат. Возможно, даже немецкой армии, возможно, и советской. Сейчас выезжаем на место и будем показывать все по факту. С ребятами решили немножко погулять с металлоискателем, монеток поискать. Зазвенел ресфининг, глубже копнули, был подсумок с патронами. Дальше был немецкий жетон. И, наверное, вот тут немецкий жетон. Вызвали поисковую группу для эксгумации. Как-то так. Да, хотелось бы поблагодарить за то, что люди вызывают как бы поисковые отряды, потому что зачастую, к сожалению, много кто просто кости перекапывают,
а потом мы не можем найти и предметов, и личных вещей. А так как при бойце даже имеется лично-познавательный знак, это даст нам возможность установить личность бойца. Поэтому, ребят, если находите останки, пожалуйста, не нарушайте их, звоните, мы приедем, аккуратно все зачистим в вашем присутствии, чтобы вы видели, что имеется при бойце, какие предметы, как он лежит. Это как бы и ваша история, это возможно будет вашей историей, вашей жизни. Вам будет что рассказать своим внукам и детям о том, что вы делали благородное дело. Личными клеймами, там и есть даже 16-го года мы находили, ранние еще. Очень много у них всяких прибамбасов у немецких солдат. А у наших как бы там лопатка, фляга, весь мешок. Как в песне, 2 гранаты РГД и все. А у немецких солдат, конечно, очень довольно-таки развитая амуниция. Хотя на момент 1939 года советские военнослужащие тоже имели неплохую экипировку и снаряжение. Но в связи с тем, что началось переформирование частей, а также экипировки и снаряжения, уже, конечно, более упрощенный вариант пошел. И, естественно, заменили боевые рюкзаки на сидор, вот этот вот, как при царе еще был, такой легенький. 99,5, посадка неподалеку от трассы. И вот были обнаружены останки немецкого солдата, о котором нам сообщили ребята, которые ходили по монеткам, нашли первый звоночек монеток, и вот в ходе работ наткнулись на останки. Уже по зачистке было выявлено, что это боец именно немецкой армии. Отсутствует у него часть правой ноги, часть левой стопы отсутствует. Скорее всего, корнями вытянуло на поверхность. Так что из личных предметов это у него имеется ремень пехотный вермахта, расстегнутый. Скорее всего, был штык-нож и сняли, так как обуви у бойца тоже нет. Подсумки, винтовки Маузер К-98. Далее 2 лазантинницы, тоже в районе плеча находились. Потом такой вот кошелечек в кармане был. Далее пуговицы, обоймы 98-му. И вот с этой стороны смотрим, как он врос в дерево. В принципе, вообще сбоку прям голова, и корнями порвала черепную коробку. Изымать, конечно, будет сложно, но в принципе аккуратненько можно будет изъять. Что касается лоза, был лично опознавательный знак в районе кармана, в кошелечке. Вот такой вот кошелечек. Вот он. И в кошелечке находился лично опознавательный знак. Такой целый. Это значит, солдат пропал без вести в ходе боев за эту высоту, потому что было произведено 3 атаки. Все 3 атаки были неудачными. И 4-я атака, которую произвели ночью, вытеснили Красную армию до Донца. В этой операции участвовала дивизия СС «Викинг». Ну, судя по экипировке и снаряжению, это боец вермахта. Период примерной гибели это 1943 год, лето. Здесь была как раз их боевые позиции, окопы, блиндажи. С этой стороны все четко видно. Вот зачистили останки. Ну вот, в принципе, локацию закончили. Сейчас будем уже собираться и двигаться на следующую локацию. Нам позвонили, найден советский воин, тоже неподалеку в лесу. Так что продолжение следует. Или ребята увидели канал, позвонили, сообщили, что в данном районе были обнаружены предположительно человеческие останки, возможно, бойца Красной армии. Ребята установили здесь крест, сделали насыпь, чтобы можно было обнаружить останки, наметили место. И вот, в принципе, мы прибыли на место локации. И первое, что мы заметили, это вот этот вот крест самодельный, что ребята пометили, что здесь захоронение. И фрагмент кости. Это получается у нас
локтевая кость, практически на поверхности. Видимо, растянутый сверху был еще боец. Ребята сказали, что ниже еще имеется воронка. Сейчас пойдем смотреть. Поэтому особая благодарность тем, кто сообщает о павших воинах, потому что это наша с вами история. Итак, сейчас начнем понемножечку расчищать данную локацию. Зафотофиксируем и уже начнем изымать костные останки со временем. Так что работа начинается. Никита, иди помогай. Сейчас я зафиксирую все. Находимся в районе медвежьего леса, так называемого, вблизи Долгого, между селами Богородичное и Сидорово. Сообщили о локации ребята, наткнулись на костные останки, позвонили, и вот по ходу выезда имеются человеческие останки, предположительно бойца Красной Армии, так как имеются личные вещи и предметы супутние, что говорят о том, что это боец РКК. Черепная коробка разбита, частично растянута корнями. В районе груди у него имеется медампула, а далее имеется такая вот бритва опасная, так называемая. И, соответственно, вот сам ремень, который был. Ремень раннего образца, 1935 года, пехотный либо сержантский, с широким хлястом. В принципе, сейчас будем зачищать дальше. Вот еще одно идет бедро в эту сторону. Сюда идет лучевая кость. В принципе, боец, возможно, весь в анатомии. Может, даже не один, потому что с той стороны мы видим тоже локтевую кость. Тоже, возможно, растянутый боец, либо ранее разморозили лет, может, 10-12 назад. Судя по тому, по обветренности кости. Полностью бойца. Боец, отсутствует правая нога, отсутствует правая рука. Вполне возможно, рука, которая находится на поверхности, в анатомии, возможно, принадлежит ему, был оторван вследствие боя, возможно, попадение, которое находилось рядом от авиабомбы, так как фрагмент хвостовика оторвало руку и ногу. Боец разбутый. Скорее всего, местные жители собирали обувь, снимали. И то, что от него осталось, это костные останки, фрагменты пуговиц немецкой плащ-палатки и люверс из плащ-палатки вот находятся. Часто советские воины использовали немецкую экипировку, так как она была весьма удобной, особенно что касается плащ-палаток. С двух плащ-палаток можно было собрать одну палатку, в которой можно было ночевать двум бойцам. Далее у него на поясе имеется ремень пехотный до 1935 года, образец широкий, хляст. Далее кошелек, видно, был такой вот интересный. В ней находилась опасная бритва, скорее всего, тоже трофейная. Граната F1 взрывателя МКВшникова. Далее медампулы с индивидуального пакета. И еще одна медампула с обезболивающим. В принципе, больше предметов у бойца не имеется. Черепная коробка с правой стороны также разбита, что свидетельствует о многочисленных осколочных ранениях в область лица, а также правой руки и правой ноги. Также имеется повреждение ребер. В принципе, больше личных предметов, к сожалению, таких как личные опознавательные знаки, не обнаружено. Документов тоже не обнаружено, но судя по экипировке и снаряжению, возможно, боец 1942 года, имеется граната F1 ранним взрывателем Ковешникова и ранний ремень. Поэтому можем только предполагать, что боец погиб в 1942 году. Пока не все. Сейчас будем собирать останки, фиксировать повреждения. И на сегодня все. Работу закончили здесь, на этом участке. Будем двигаться дальше. Мы в районе лесничества Теплинского. Сообщили нам о том, что на поверхности находятся человеческие останки. Вот выехали. Вот останки бедро, фрагменты черепа, ребер, стопы, локтевая кость. Ну, в принципе, сейчас будем зачищать. Возможно, будут какие-то предметы, чтобы установить хотя бы, к каким родам войск относился данный боец. Немецкой либо советской армии. Вот так размародеренные по всему лесу. Это уже мы неоднократно находим в лесу останки.
побросали, да. В этом районе мы уже нашли в этом году 11 человек. И вот получается 12-й. А тех два. Немец. Там еще чувак. 14, наверное. Ну, может 14, а может и больше уже. Уже с толку сбили, сколько мы их тут подымаем. А нам сообщают, ребята звонят, ходят по лесу. Там предметы всякие находят. И, соответственно, сообщают, что да, действительно имеются останки. Выезжаем, забираем и на захоронение. Потому что нельзя, чтобы солдаты вот так валялись по лесам, по полям. Нужно хоронить всех с достоинством, со всеми почестями. Сейчас будем зачищать. Да, может, кто-то по лесу лазит тоже, там, копается. С плащ-палатки немецкая пуговица попалась. Русская гильза с винтовки и пуговица. Плащ-палатки. Ну, может быть немецкий, может советский. Одна пуговица с плащ-палатки не всегда дает возможность определить бойца. Потому что неоднократно немецкими шортами пользовались также советские солдаты. Потому что вещь весьма даже удобная. Да. Спасибо всем, кто нас смотрит, подписчикам за добрые слова и пожелания. Мы с вами, если что, звоните, пишите, найдете останки. Будем рады посотрудничать, помочь, извлечь останки. Большая просьба, ребят, находите останки, пожалуйста, не мародерьте, не перекапывайте их. Приедем, зачистим, все будет красиво, все будет правильно. Мы же с вами люди. Все, спасибо всем, кто нас смотрит. Это был Плацдарм. На обложке канала в правом углу вы сможете увидеть ссылку на донат, с помощью которой вы сможете перевести благотворительные средства для развития поискового отряда. Поиск пропавших без вести продолжается. Без крышки, да? Крышка. Брошена на соседнем поле. Такие вот. Вот они. Если вы обнаружили останки погибших воинов или знаете захоронения, где могут находиться данные солдаты, просим обращаться к нам по номеру телефона, который указан на экране. Большое спасибо, с уважением, Плацдарм.